Добрый день! Сегодня мы будем вязать вот такую сумку из рафии. По размерам моя сумка получилась в высоту около 20 сантиметров, но высоту можно варьировать, и шириной 27 сантиметров. Сумку будем вязать жаккардом, крючком по кругу. Для работы нам потребуется 2 бобинки рафии Испи, желательно контрастных цветов, кожаное донышко, в моем случае размером 24 сантиметра на 10 сантиметров, 2 кожаные ручки длиной 85 сантиметров и шириной 2 сантиметра. Вязать я буду крючком номер 2,5. Также нам потребуется некоторое количество маркеров, игла и ножницы. И вязать мы будем по этой схеме. Скачать схему можно по ссылкам в описании к этому видео, и там же можно найти текстовое описание вязания рядов этой схемы. Схема состоит из 40 клеток в ширину, в нашем случае это будут столбики без накида, и 60 рядов в высоту. Но при вязании моей сумки я провяжу только 40 рядов из этой схемы. Вы можете вязать меньше или больше в зависимости от желаемой высоты сумки. И сама схема состоит из 2 цветов, которые чередуются между собой через разное количество клеточек или столбиков в нашем случае. И давайте для упрощения один цвет, который потемнее, я буду называть коричневым, а второй цвет бежевым. И всего по краю моего донышка мне нужно набрать 160 столбиков без накида. То есть эту схему я буду повторять 4 раза, но вязать я буду по кругу. Можно набрать 120 столбиков без накида, если донышко меньшего размера. Тогда схему нужно будет повторить 3 раза в ширину, а если донышко большего размера, то можно набрать 200 столбиков или даже 240 столбиков без накида. То есть их количество должно быть кратно 40. Давайте посмотрим на то донышко, которое есть у меня. Здесь 44 отверстия, и мне нужно более или менее равномерно распределить 160 столбиков без накида. Это получается, что 28 отверстий у меня будет по 4 столбика без накида и 16 отверстий по 3 столбика без накида. И я вижу, что в моем случае отверстия по короткой стороне расположены чуть ближе, а по длинным сторонам чуть дальше друг от друга, поэтому по коротким сторонам я наберу чуть меньше столбиков, чтобы более-менее равномерно распределить столбики без накида. Я распределю столбики без накида таким образом, и эту схему также можно будет скачать по ссылке в описании к видео. И этот цвет рафии я подбирала к цвету донышка, и именно этот цвет у меня будет основным. Ставлю бобинку на держатель, который облегчает работу с этой пряжей. Саму нить рафии часто отпаривает, но в данном случае нет необходимости в этом. Я буду провязывать, вводя крючок вот сюда посередине. Провяжу первый столбик без накида. Вытягиваю нить на высоту самого донышка. И подхватываю нить. Это первый столбик без накида. Конец нити немного подтягиваем, и его мы будем ввязывать по ходу вязания. Еще в это же отверстие мне нужно провязать один столбик без накида для симметрии. Всего сюда нужно 3 столбика без накида, но последний столбик я провяжу в конце ряда. В это отверстие я провяжу 4 столбика без накида. Конец нити продолжаем ввязывать внутрь столбиков без накида. Далее 3 столбика без накида. И сюда в угловые отверстия я провяжу 4 столбика без накида.
Постепенно можно немножко поправлять. Вот так выглядит с изнанки набранные нами столбики. И продолжаем вязать по нашей схеме распределения столбиков без накида по тому донышку, который у нас имеется. И встретимся с вами в конце этого ряда. Итак, я провязала в последнее отверстие 4 столбика без накида, и в первое нужно провязать еще один последний столбик без накида. Теперь нужно соединить ряд. Я немного вытягиваю петлю, и теперь под первую косичку, которая находится над вторым столбиком без накида, вводим крючок сзади, подхватываем петлю и протягиваем ее назад, немного подтягиваем. Далее вводим крючок в последний столбик без накида и вытягиваем эту же петлю. Вот так, немножко подтягиваем. То есть мы вернулись в последний провязанный столбик и сейчас сделали дополнительную петлю. Она находится как раз посередине над первым столбиком предыдущего ряда. И мы будем провязывать, вводя крючок сюда за заднюю стенку петли. Так, возвращаем петлю на крючок. И каждый раз мы будем вводить крючок за заднюю стенку и провязывать столбики без накида. Еще раз, это последний столбик без накида, это первый столбик. Туда и будем вводить крючок. А теперь снова обратимся к схеме и напомню, что мы читаем справа налево, снизу вверх. И мы видим, что в первом ряду первые 7 столбиков без накида нужно провязать коричневым цветом, далее 6 столбиков бежевым цветом, 9 коричневым, 4 бежевым, 7 коричневым, 3 бежевым и 4 коричневым. И далее эту последовательность нужно повторить еще 3 раза. Возвращаемся к вязанию. И несмотря на то, что первые несколько петель нам нужно провязать коричневым цветом, я буду сразу вводить нить дополнительного цвета, в моем случае бежевого. Итак, нить подготавливаю, и теперь я ввожу крючок в сформированную нами петлю за заднюю стенку. Вытягиваю коричневую нить и сюда кладу нить бежевого цвета и довязываю этот столбик без накида. Это первый столбик первого ряда, и его я могу отметить маркером. И этот столбик находится прямо над первым столбиком предыдущего ряда, и здесь же будет происходить смена рядов. Вот так выглядит с изнанки. И этот конец нити я буду прятать в конце этого ряда, также ввязывая в столбики без накида. Теперь я буду продолжать вязать столбики без накида, ввязывая за задние стенки получившейся косички, также ввязывая нить дополнительного цвета. Вяжу второй столбик, первый мы отметили маркером, третий столбик. И обратите внимание, что столбики я вяжу небольшие, довольно компактные, то есть рабочую нить я не вывожу высоко, а наоборот, а верхнюю часть петли могу немножко вытянуть. И даже могу немножко вводить петли как бы налево, для того, чтобы у нас не смещался узор и линия смены рядов находилась более-менее по центру. В случае нашего узора это не критично, но если использовать другие узоры, там это может иметь большее значение. Один, два, три, четыре, пять, шесть.
И мне осталось провязать еще один столбик без накида. Вывожу нить коричневого цвета и закрывать этот последний столбик я буду нитью уже дополнительного цвета, просто ее подхватывая. Нити немножко подтягиваем, и теперь я буду вязать нитью бежевого цвета, а ввязывать в полотно нить коричневого цвета. Мне нужно провязать 6 столбиков без накида бежевым цветом. И последний столбик я также завершу уже нитью коричневого цвета. Один, два, три, четыре, пять. И это 6-й столбик. И теперь мне нужно будет нить коричневого цвета увести назад под нить бежевого цвета, вот так перекрестив. И только после этого я завершаю этот столбик. Теперь я буду вязать коричневым цветом, а нить бежевого цвета ввязывать. И мне нужно провязать 9 столбиков без накида коричневым цветом. Аккуратно вяжем на углах донышка, потому что здесь петли норовят растягиваться, но нам их нужно вязать более-менее одинаковыми. Вяжем просто столбиками без накида за заднюю стенку предыдущего ряда. Так я провязываю 8 столбиков, а 9 столбик я буду заканчивать нитью бежевого цвета, вот так, подхватывая ее. Теперь меняем нити местами, бежевым цветом будем вязать, а коричневый ввязывать. Нужно провязать 4 столбика бежевым цветом. 1, 2, 3, 4. Здесь мы опять нити перекрещиваем, уводя коричневую нить назад под нить бежевого цвета. Подтягиваем нити и заканчиваю 4-й столбик коричневым цветом. Продолжаем вязать. Теперь нужно связать 7 столбиков коричневым цветом. Я использую такой метод смены нити для того, чтобы нити рафии между собой не перекручивались и не путались в процессе вязания. То есть это облегчает нам сам процесс. Когда я ввожу нить дополнительного цвета, то я нить просто подхватываю, не перекручивая, а когда я ввожу нить основного цвета, тогда я перекручиваю. Здесь главное запомнить, в каком случае мы одно действие делаем, в каком другое. Итак, я довязываю 7-й столбик без накида, заканчиваю его бежевым цветом, просто подхватывая нить. Далее вяжу 3 столбика этим же цветом и заканчиваю 3-й столбик коричневым, предварительно перекрестив нити. И вяжу еще 4 столбика без накида. Итак, я закончила вязать первый раппорт первого ряда по нашей схеме. Далее я буду повторять этот же раппорт еще 3 раза. И я предлагаю также отметить каждый раппорт маркером для того, чтобы не запутаться. Итак, я начинаю вязать второй раппорт этого же первого ряда и первый столбик без накида отмечаю также
маркером белого цвета. Здесь розовый, но давайте начало ряда отмечу еще одним маркером для того, чтобы он больше выделялся. И третий и четвертый раппорты я также отмечу белыми маркерами. Здесь у нас останется начало ряда. Давайте свяжем еще один раппорт вместе. Итак, я вяжу 7 столбиков без накида коричневым цветом, включая тот столбик, который отмечен маркером. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И это 7-й, который заканчиваем нитью бежевого цвета, не перекручивая. Далее вяжем 6 столбиков без накида бежевым цветом. Шестой столбик закрываем нитью коричневого цвета, предварительно перекрестив нити. 9 столбиков коричневого цвета. Мы вяжем все тот же первый ряд. Напомню, что схема у нас состоит из 40 столбиков без накида, а донышко обвязано 160 столбиками без накида. Соответственно, повторяем раппорт 4 раза в каждом ряду. Меняем на бежевый цвет и вяжем 4 столбика без накида бежевым цветом. Подтягиваем нити и заканчиваю 4-й столбик коричневым цветом. 7 столбиков без накида коричневым цветом. 7-ю петлю заканчиваем бежевым цветом. Вяжем 3 столбика бежевым цветом. 3-й столбик заканчиваем коричневым цветом и вяжем еще 4 столбика. Итак, я закончила вязать 2-й раппорт узора, то есть это половина ряда. И нам осталось связать еще этот раппорт 2 раза. А вот этот конец нити я буду ввязывать уже в конце этого ряда. Итак, продолжаем вязать. Вяжу 1-й столбик и отмечаю его маркером. Промежуточные маркеры можно не использовать, а оставить только маркер начала ряда. Но если удобно с ними, то лучше с ними, конечно. Итак, я связала 3-й раппорт и 1-й столбик 4-го также я помечаю маркером. И продолжаю вязать. Так, не довязав до конца этого ряда, буду прятать этот конец нити, буду ввязывать сразу 2 нити вовнутрь, то есть конец нити и нить дополнительного цвета. Ввожу крючок и конец нити немного прижимаю и провязываю столбик без накида. Еще один. Конец нити могу немножко подтягивать, чтобы он плотно прилегал к донышку. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мне нужно провязать 9-й столбик без накида. Заканчиваю я его нитью уже бежевого цвета, подхватывая нить. Так. Подтягиваю обе эти нити. И теперь коричневая нить у нас будет ввязываться. Конец нити подтягиваю и буду вязать бежевым цветом. Продолжаю вязать столбики без накида согласно схемы. И мне осталось провязать еще последних 4 столбика без накида коричневым цветом. И теперь очень аккуратно мы вводим крючок в последний столбик, и нам важно, чтобы он прошел под 2 нитями, под нитью дополнительного цвета и под концом нити. Можно еще немножко подтянуть, если
это необходимо. Вот таким образом. Подхватываем нить коричневого цвета и провязываем столбик без накида. Все, на этом наш первый ряд завершен. Вот 4 последних столбика без накида. С изнанки выглядит вот так. Нить, конец нити спрятан. И здесь уже можно обрезать. Все получилось ровно и аккуратно. Далее будем вязать второй ряд, и полотно постепенно будет подниматься вверх. Вот что у нас получилось после провязывания первого ряда узора. И давайте приступим ко второму ряду. Во втором ряду мне нужно провязать 6 столбиков коричневого цвета. Нити подтягиваю, маркер пока убираю. И ввязывая нить дополнительного цвета, я буду точно так же провязывать за заднюю стенку первого столбика без накида. Вот сюда. Подхватываю нить коричневого цвета и провязываю столбик без накида. Возвращаю маркер обратно и провязываю еще 5 столбиков без накида, и всего с учетом первого получится 6, и последний 6 столбик я закрою нитью бежевого цвета. Далее 6 столбиков бежевого цвета, 9 столбиков коричневого, 4 бежевого, 7 коричневого, 3 бежевого, 5 коричневого цвета. И текстовое описание вязания этих рядов вы можете найти внизу под видео. Я довязываю 5-й столбик первого раппорта второго ряда. Вот так это выглядит. Мне нужно провязать еще 2-й, 3-й и 4-й раппорты. Постепенно полотно будет вот так подниматься вверх. Можно немножко расправлять вот так пальцами столбики. Вот здесь у нас происходит смена рядов. Вот так у нас получился аккуратный первый ряд, и далее по спирали мы начали вязать узор. Смена ряда более-менее должна быть центрирована. Итак, я довязываю 5 последних столбиков без накида коричневым цветом. И покажу еще раз, как переходить к следующему ряду. Последний столбик. Убираю маркер. И далее мне предстоит провязать 5 столбиков без накида коричневым цветом. И я просто ввожу крючок точно так же в первый столбик предыдущего ряда и провязываю столбик без накида. И возвращаю маркер. Далее вяжу еще 4 столбика, и всего получится 5 столбиков без накида. И последний 5-й столбик я закрою нитью уже бежевого цвета. И вот так выглядит 2 связанных ряда по схеме. Если будут какие-то нюансы, я еще подключусь. Обратите внимание, я заканчиваю сейчас 7-й ряд по схеме, провязываю последний столбик, и его я завершаю нитью уже бежевого цвета, потому что следующий 8-й ряд начинается именно с бежевого столбика. Первый столбик, нить, конечно же, меняем на бежевую, провязываем бежевым цветом. Возвращаем маркер в работу. Итак, вяжем дальше на желаемую нам высоту, постепенно вот так расправляя столбики. И при необходимости, отвязав на небольшое расстояние, можно также отпаривать. Итак, я связала 40 рядов по схеме, и вот что у меня получилось. Смена рядов происходила с этой стороны. И теперь мне осталось провязать 2 последних ряда коричневым цветом
40-й ряд заканчивается 3 столбиками без накида бежевым цветом, но последний столбик мы всегда заканчиваем нитью основного цвета, так как далее вяжем только им, а нить дополнительного цвета уже можно отрезать, оставив небольшой конец, который также сейчас вяжем. Так, убираю маркеры и провязываю следующий ряд столбиками без накида, точно так же вводя крючок за заднюю стенку петли, постепенно ввязывая конец дополнительной нити. И также хочу отметить, что в зависимости от того, на какую высоту вы вязали сумку, последний ряд будет заканчиваться по-разному. И лучше, если стык 2 рядов попадет на середину коричневой полосы, то есть основного цвета, так переход от одного ряда к другому будет менее заметен и завершение сумки будет более аккуратным. В конце этого ряда я провязываю последние 2 столбика без накида и убираю маркер. И теперь я буду вязать соединительные столбики. Вот так, вводя крючок под косичку и выводя сразу через петлю. То есть сейчас я ввожу крючок в сам столбик без накида предыдущего ряда и сразу же вывожу нить через петлю. И так я вяжу соединительные столбики или тамбурный шов. Вяжем до конца ряда. Итак, я провязываю последние соединительные столбики этого ряда, ввожу крючок в самый последний столбик и теперь мне нужно соединить с первым столбиком. Отрезаю нить и вдеваю эту нить в иглу. Теперь соединяем с первым столбиком, вводим иглу таким образом под косичку и теперь возвращаем иглу в последний столбик, вот сюда, выводим нить на изнаночную сторону. То есть мы повторили как бы форму этой петли. И теперь нить можно заправить с изнаночной стороны. Вот что у нас получилось, и теперь сумку можно хорошенько отпарить. По краям можно использовать какую-то круглую емкость для того, чтобы они получились более округлые. И после этого будем пришивать ручки. Итак, я прикладываю ручки на том месте, где бы мне хотелось, чтобы они располагались. Вот так. Честно говоря, я делаю это на глаз, но если нужна точность, то можно высчитать определенное количество столбиков слева и справа и сверху. Беру иглу с рафией, вот так ввожу, оставляя небольшой конец сзади, который мы потом будем заправлять. И вот такими стежками пришиваем саму ручку. Обязательно подтягиваем конец нити, который остался с изнаночной стороны. Работу выполняем аккуратно, чтобы рафия не порвалась. Вот так выглядит с изнаночной стороны. И здесь остались 2 конца нити, которые я
спрячу в конце, когда будут пришиты все ручки. И вот таким образом я постепенно увожу нить одну вверх слегка по диагонали, а другую буду вводить вниз также по диагонали. И приступаем ко второму концу нити. Концы нитей, конечно, лучше оставлять подлиннее, чтобы работать было удобнее. Вот так выглядят пришитые ручки с изнаночной стороны, с лицевой. И сумку хорошо еще раз отпарить. И при желании внутрь сумки можно вшить подкладку или мешочек. И я надеюсь, что это видео было полезным для вас. Если это так, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, напишите комментарий. Если остались какие-то вопросы, также задайте их в комментариях, я постараюсь ответить. А мы с вами увидимся в других видео. Вяжите с удовольствием. Пока!